Юлию Началову мы помним как хрупкую, но сильную, молодую, но мудрую девушку. Она была обладательницей уникального голоса и удивительной работоспособности. Юлии с детства пророчили успешную певческую карьеру, и она действительно смогла сделать себе имя на нашей эстраде. Однако в 38 лет жизнь артистки внезапно оборвалась. Первыми тревогу забили СМИ, узнавшие о госпитализации звезды. Тогда менеджер певицы Анна Исаева уверяла, что с ее подопечной все благополучно, и она всего лишь стерла ногу, из-за чего и обратилась к врачам. Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджмента и просто иметь такт. Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать пляски на костях и проявлять якобы сочувствие к людям ради собственных рейтингов совершенно беспардонно. Писала Исаева буквально 11 марта 2019 года на странице Юлии. Но вскоре пришлось признать, что Юлию ввели в состояние искусственной комы, и она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней у певицы развился отек мозга и двусторонняя пневмония. Уже через 5 дней, 16 марта 2019 года, певицы не стало. А лечит ли время? Как сейчас живут самые близкие люди исполнительницы, ее дочь Вера и родители Виктор Васильевич и Таисия Николаевна. После смерти Юлии ее родителям достались права на музыкальный материал исполнительницы. И в марте 2020 года они выпустили последнюю песню Началовой, которую нашли на студии через 9 дней после смерти дочери. Композиция называется «Останься». Над ней Юлия работала за неделю до смерти. Анна Исаева рассказала, что у певицы были большие планы. Началова надеялась, что сможет вылечиться и вернется к активной творческой работе. Говорят, что время лечит раны, но никто не знает, сколько ждать. Юля – это строки из твоей песни, каждое слово из которой до оцепенения, до мурашек, до слез. «Останься» – это та фраза, которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей. Слушая твой голос, меня не покидает ощущение, что это не просто песня. Это твое прощание с нами, твоей семьей, с твоими поклонниками, с миром, который ты делала чище и добрее. Поделилась своими эмоциями мама Началовой, Таисия Николаевна. Спустя более 3 лет после гибели дочери, боль потери не утихает в сердцах ее родных. Отец Началовой, Виктор, сам будучи профессиональным музыкантом, когда-то впервые вывел дочь на сцену, много лет писал для нее песни. Теперь родителям Юлии осталась только забота о внучке Вере, которая появилась на свет в браке их дочери с футболистом Евгением Алдониным. «Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног», признался Виктор Васильевич. Вера Алдонина пошла по стопам Юлии и занимается вокалом. У нее голос очень похож на мамин. Часть музыкального материала для девушки пишет ее известный дедушка. К 9 мая она замечательно исполнила военную песню, которую для нее написал Виктор Началов. В основу композиции легло письмо прадедушки начинающей исполнительницы, который погиб во время Второй мировой войны. Вера ходит в частную школу в Москве «Интеграция 21 век», которую для нее выбрала мама. Там работает учителем сестра Виктора Началова. Видимо, поэтому Юля и предпочла отдать дочь в конкретную школу, чтобы девочка всегда была под присмотром надежных людей. Несмотря на большую загруженность внеучебного процесса и необходимость каждый день тратить около 2 часов на дорогу до школы и обратно, девушка приносит домой только 5 и 4. Верочка делает самое главное – очень хорошо учится. Недавно было несколько олимпиад в школе, она участвовала и заняла призовые места, рассказывала Анна Исаева. Вера также учится в музыкальной школе, увлекается поэзией, игрой на фортепиано, посещает уроки вокала. До сих пор девочка пишет письма своей умершей маме и считает, что теперь та живет среди ангелов. Свою жизнь Вера предпочитает скрывать от широкой публики. Ее аккаунты в социальных сетях закрыты от посторонних глаз. Верочка продолжает общаться и с родным отцом, который уделяет ей много внимания, забирает из школы, берет погостить и возит на отдых к морю. У Евгения Алдонина в браке со второй супругой Ольгой родились 2 детей – сын Тёма и дочка Анжелика. Вера очень дружна с братиком и сестренкой. Она часто бывает дома у отца и много времени проводит с его семьей. Мачеха Веры, Ольга Алдонина, очень тепло относится к девочке. Даже свой день рождения Вера провела с семьей папы. Таисия Николаевна и Виктор Васильевич берегут Верочку от журналистов и досужих поклонников. Редко выводили на публику и на все вопросы старались отвечать сами. Но несмотря на это, Вере сложно избежать публичности, потому что с семьей Началовых всегда близка Лариса Долина. Певица – крестная Веры и не оставляет ее без внимания. Теперь же девочка пытается сама начать светскую жизнь. Оказалось, что дедушка и бабушка долгое время держали Верочку в ежовых рукавицах.
Раньше на прогулки с друзьями времени совсем не оставалось, однако теперь бабушке приходится мириться с тем, что ее внучку время от времени приглашают на свидания сверстники. Я могу гулять с друзьями, я рада, потому что раньше такой возможности не было. Раньше я была как маленький забитый ребеночек. Я начала выходить с большим желанием. Потихонечку жизнь меняется, поделилась школьница. Вера обязательно сообщает родным, куда она идет и с кем, чтобы они не волновались. Дочь Началовой, которой в декабре будет только 16, превратилась в знойную красотку. Сейчас Вера хочет немного изменить траекторию и стать не певицей, а актрисой, потому что в ее сердце живет огромная любовь к театрам и мюзиклам. Она уже сейчас появляется в разных телевизионных проектах. Например, она стала гостем передачи «Модный приговор», где исполнила песню своей мамы «Герой не моего романа». После этого она появилась в шоу «Дуэты», где исполнила эту же песню. А в партнеры она выбрала себе друга мамы, артиста Александра Панайотова. В итоге именно эту пару признали лучшей за весь сезон шоу. После этого поклонники Началовой сообщали, что девочка перепела маму. Не так давно Вера блестяще сыграла в мюзикле под названием «Ариэль», где пела на английском языке. Стоит ли говорить, как гордятся достижениями начинающей исполнительницы ее близкие? Похоже, главным поклонником барышни является дедушка, на лице которого можно видеть счастливую улыбку, когда речь заходит о внучке. После смерти Юлии и Виктор Началов и его супруга Таисия много работали с психологом в Израиле, чтобы просто жить дальше. Там же у него неожиданно обнаружили онкологическое заболевание – рак кишечника в начальной стадии. Виктор считает, что покойная дочь спасла его. Если бы не поездка в Израиль, он, возможно, узнал бы об опухоли слишком поздно. Виктор Началов перенес операцию и справился с болезнью. Родители Юлии стараются не общаться с прессой, однако когда Виктора Васильевича пригласили в программу «Сегодня вечером», посвященную Ирине Понаровской, он не смог отказаться, ведь певица была для его дочери сценической мамой и около 6 лет брала ее с собой на гастроли. Мне не надо было ни о чем говорить, мне не надо было поучать ее, наказывать ей что-то. Какие-то специфические женские штучки, да, были только между мной и ею. Что касается вокала и музыки, мне было чему у нее поучиться, вспоминала Понаровская свою дружбу и сотрудничество с юной певицей. Когда Началовой не стало, Ирина Понаровская провела в родном городе Юли, Воронеже, концерт, посвященный памяти исполнительницы. Я пела живьем, но с ее подпевками, и я сказала об этом зрителям. Вы сегодня не без Юли, вы слышите ее голос. Это единственное, что я могла сделать, и это было классно, делилась эмоциями Ирина Витальевна. Благодаря друзьям Началовой и родителям, песни, которые когда-то исполняла Юля, до сих пор звучат со сцены. Виктор Васильевич Началов опубликовал книгу Юлия Началова «Письма отца к дочери». В ней он будто бы общается с умершей дочкой и задается вопросами, которые мучают его до сих пор. Почему певица стала так популярна только после смерти, хотя при жизни ей сопутствовали грязные сплетни и зависть конкурентов? Началов не раз заявлял, что теперь его долг – сохранить светлую память у Юли. В издание включены также несколько писем Веры своей маме. Эта потеря очень страшная для близких и всей страны. Никто не мог ожидать, что такая молодая женщина уйдет так рано. Юлия Началова навсегда останется в сердцах поклонников самым добрым и светлым человеком. Очень тяжело терять своих любимых, родных и близких, и вдвойне хуже, если нас покидают молодые, красивые и талантливые.